Итак, сегодня поговорим про Edge Control. Что такое вообще Edge Control? Edge Control — это техника, позволяющая влиять на будущий LL при решении FTL и ориентировать ребра. Покажу на примере. Рассмотрим первый. У нас есть обычная пара, и 3 ребра уже ориентированы. Если мы загоним ее как обычную пару, у нас все 4 ребра ориентируются. Здесь у нас тоже обычная пара, но здесь ориентированы уже 2 ребра. Если мы загоним ее как обычную пару, мы выйдем на полоску. Но если мы загоним ее таким образом, у нас ориентируются все 4 ребра. Такой случай решается таким алгоритмом. Либо можно изначального метода решать таким образом. Так, дальше. Уголок стоит на своем месте, здесь ребро. У нас здесь полоска. Решается следующим алгоритмом. И трехходовка. Все 4 ребра ориентированы. Здесь уголок стоит на своем месте, ребро здесь. Теперь 2 ребра ориентированы здесь. Решается так. Уводим ребро. Через фронт погоняем уголок. И решаем трехходовку. Все 4 ребра ориентированы. Дальше рассмотрим ситуацию с такой парой. В таком случае у нас 3 ребра уже ориентированы, такая пара. Если мы ее решим обычным образом, у нас будет ориентированы только 2 ребра. Поэтому мы решаем ее так. Следующий случай такой, та же самая пара, ориентированы 2 ребра. Начало то же самое, как в предыдущем. Но только теперь в конце пары мы загоняем через фронт. Следующий случай такой. У нас та же самая пара и здесь полоска. Как вы понимаете, если мы решим ее как обычно, у нас не ориентируются все 4, поэтому мы решаем ее так. Все 4 ребра ориентированы. Мы эту пару решаем как обычно тогда, когда у нас ориентированы 2 ребра, и они стоят именно в этом положении. В таком случае тоже не стоит решать эту пару обычным способом. То, что при решении обычным способом мы выйдем на точку. Поэтому решить ее лучше так, как я показал в прошлом алгоритме, через M. И у нас ориентируется хотя бы 2 ребра. В таком случае, когда у нас та же самая пара, и ребро одно ориентировано, через M лучше не решать. Потому что если мы решим через M, мы выйдем на точку. Поэтому здесь можно решить обычным алгоритмом. И у нас ориентируется 2 ребра. Тоже при решении. Через M мы выйдем на точку. Рассмотрим интересный случай с готовой парой и 2 ориентированными ребрами. В таком положении мы ее как обычно решаем, но из такого положения можно ориентировать все 4 ребра. То есть мы делаем F2, ставим к своим, опускаем. У нас все 4 ребра ориентируются. Почему нельзя из этого положения вывести к тому и сделать этот алгоритм? Это будет дольше, в этом случае легче загнать пару, решить LLL, так будет быстрее. Из такого положения как решить эту пару? У нас здесь эта пара и 3 ребра ориентированы. Мы ее уводим назад, R, U2, R', и приводим к такой ситуации. У нас эта пара и 2 ребра ориентированы. Мы решаем эту пару таким образом. И у нас ориентируются все 4 ребра. Рассмотрим ситуацию с такой парой. Первая ситуация.
3 ребра ориентированы. Решаем как обычную пару. Из такого положения ту же самую пару, но из этого положения можно решить таким образом. Следующий случай, та же самая пара, 2 ребра ориентированы, находится здесь. Мы отводим так. Начинается так же, как прошлый алгоритм. Но в конце мы загоняем пару через фронт. Все 4 ребра ориентированы. Следующий случай. Пара находится здесь. Одно ребро ориентировано. Решается таким образом. Когда у нас та же самая пара, и здесь полоска, решается следующим алгоритмом. Мы разбиваем эту пару и приводим к такой ситуации. Когда не стоит решать такую пару предыдущим алгоритмом. Когда у нас ориентированное ребро и находится здесь. Если мы решим эту пару прошлым алгоритмом, то мы выйдем на точку. Поэтому можно перехватить и решить эту пару другим алгоритмом. Как решается такая пара? У нас вот здесь пара, 2 ребра ориентированы. Мы уводим уголок туда и решаем таким образом. Загоняем через фронт. Как решается такая ситуация? У нас есть такая пара и 3 ребра ориентированы. Если мы решим ее обычным образом, у нас останется только 2 ребра. Поэтому здесь мы делаем DV штрих и решаем таким образом. Следующая пара выглядит так. Она ходит. У нас ребро одно здесь. Если мы решим таким образом, то мы придем к точке. Поэтому мы перехватываем, делаем U2, решаем эту пару и просто загоняем через фронт. Возможно, ситуации с готовой парой настоящая неправильно. Такая ситуация. 3 ребра ориентированы. Мы выгоняем пару в сторону этих 3 ребер. И загоняем как обычно. Такая же пара, но 3 ребра ориентированы так. Как здесь мы решаем? Мы выгоняем также и загоняем через фронт. Следующая пара такая. 2 ребра ориентированы здесь. Решается таким образом. Все 4 ребра ориентированы. Пара стоит в своем слоте, но она не собрана. Как нужно правильно ориентировать? Если у нас 3 ребра ориентированы сверху, как их надо правильно расставить? Их надо расставить так, чтобы свободно было сзади. С этого положения мы решаем ее. Все ребра ориентируются. Такой случай решается следующим образом. Мы делаем U2, выгоняем ребро и решаем трехходовку. Такая же пара, но 3 ребра ориентированы теперь таким образом. Мы тоже делаем U2, делаем пару и загоняем таким образом через фронт. Та же самая пара, но теперь 3 ребра находятся здесь. Делаем тоже U2, соединяем в пару, но теперь загоняем как обычно. В дополнение к решению такой пары. Когда здесь есть пара, и ребро одно ориентировано. Мы выгоняем на это ребро. У нас ориентируются 2 ребра. В этом случае то же самое. У нас есть одно ребро, мы эту пару выгоняем на это ребро. В противном случае мы выйдем на точку. Также к дополнению к такой паре.
Из такого положения, когда у нас 3 ребра ориентированы здесь, мы можем решить таким образом.